В этом видео я покажу, как исправить ошибку циклической зависимости в Unreal Engine. Эта ошибка возникает, когда два или более модуля, класса, файла или компонента взаимно зависят друг от друга. Если в скрипте А мы попытаемся получить доступ к скрипту Б, а в скрипте Б попытаемся получить доступ к А, то это вызовет циклическую зависимость. В этом видео я покажу два, на мой взгляд, самых простых и лучших способа устранения данной ошибки. Первый способ заключается в том, чтобы в одном из скриптов убрать подключение другого скрипта из файла .h и перенести его в файл .cpp. После этого вы должны создать переменную с типом этого же файла, который подключили в этот скрипт. После чего вы должны инициализировать вашу переменную. И после этого у вас появится доступ ко всем переменным этого скрипта. В моем случае эти действия происходят между скриптом оружия и скриптом персонажа. Blueprint оружия, унаследованный от C++ класса Weapon, находится в blueprint персонажа. Поэтому в моем случае получить доступ к классу PlayerCharacter очень просто. Я использую функцию getParentActor. Но если у вас какая-то иная ситуация, вам могут помочь функции findComponentByClass или getComponentByClass. Но предположим, что нам по каким-то причинам нужно подключить PlayerCharacter не weapon cpp, а weapon.h. А weapon подключить наоборот не в character h, а в character cpp. Если до этого в weapon cpp мы создавали переменную PlayerCharacter, то эта переменная в принципе использовалась только в этом скрипте, больше никаким скриптам эта переменная будет не нужна. Вот переменную weapon, которая, например, будет означать текущее выбранное нами оружие, возможно, будут запрашивать другие скрипты. Но доступа к этой переменной у других скриптов уже не будет, так как она находится не в заголовочном файле, а в исполняемом. Но так как мы подключили эту библиотеку из скрипта .h в script.cpp, предположим, что нам нужно сделать именно так. В этом случае подход подключения класса в файле cpp вам, скорее всего, не поможет. Поэтому теперь давайте рассмотрим второй способ. Второй способ будет заключаться в том, чтобы создать, так скажем, скрипт-посредник. Этот скрипт будет унаследован от ActorComponent, и в моем случае будет храниться в блюпринте персонажа. От этого скрипта нам потребуется исключительно файл .h. В него не будут подключены никакие библиотеки, кроме стандартных. А файл cpp нам вообще не будет нужен. Он будет содержать в себе все переменные, которые нужно будет передавать между разными скриптами. Этот класс мы будем подключать к тем классам в файле h, куда будем передавать эти переменные. И в этом способе к скриптам cpp уже не нужно будет подключать никакие библиотеки, если вы, конечно, не совмещаете эти два способа. После чего во всех нужных скриптах создаем переменную с типом этого класса и инициализируем их функцией beginPlay. Ну вот и все. Если я смог помочь вам этим видео, можете поставить лайк и подписаться на канал.